Стихия воды. Медитации сонастройки с водой. Вода сопровождает нас повсюду. Без воды невозможна какая-либо органическая жизнь. Вода является основой обменных процессов в человеческом и любом другом организме. С ее помощью осуществляется доставка и распределение всех необходимых организму веществ, а также выведение из организма всего ненужного. Порядка 3/4 поверхности Земли покрыта водой. И даже в воздухе, которым мы дышим, присутствует вода. И облака – это тоже результат конденсации водяного пара в атмосфере. Вода играет важную роль в формировании планетарного климата. Но и это еще не все. Вода может сыграть роль прекрасного инструмента на пути духовного совершенствования людей. Во многих духовных традициях вода является одним из важнейших символов, которые люди используют для описания Бога, духовных явлений и свойств, которые нужно развить в себе для достижения совершенства. Так, Вселенский Бог может быть уподоблен океану. Пранава – это медитация, при правильном исполнении которой возникает поток божественной энергии, что подобно движению воды в реке. Так Бог помогает своим ученикам получить первый опыт соприкосновения и слияния с собой. И это также прекрасный прием для очищения тела и утончения души. Жизнь подобна реке. Она все время течет, обновляется и меняется. Невозможно вернуться в прошлое, чтобы изменить что-то. Так же, как нельзя дважды войти в одну реку. Вода ищет гармонию и потому обтекает препятствия. Вода
это находчивость и решимость, поскольку она всегда ищет выход и новый путь для продолжения движения. Вода стремится быть ниже всех, но дает жизнь всем организмам. Это о скромности и смирении, которые важно культивировать в себе. И еще, помним ли мы поговорку «Вода камень точит»? Терпение и упорство приведут нас к желаемой цели. В серии видео мы расскажем, как можно медитировать у озер, рек и морей. Медитации у озера. Представим, что мы сейчас стоим на берегу озера. Вдохнем полной грудью свежий и чистый воздух. Сделаем несколько глубоких вдохов и выдохов. Перенесем концентрацию сознания в область духовного сердца, в чакру Анахата. Напоминаю, что данная чакра в раскрытом состоянии занимает всю грудную клетку от ключиц наверху до границы с солнечным сплетением. Ощутим окружающую нас природу, ее гармонию, тишину. Тишина наполнена звуками живой природы. Обратим внимание на то, что ощущения становятся ярче и насыщеннее, когда мы воспринимаем окружающий мир из духовных сердец. Звуки природы проникают тогда в души, настраивают души, подобно камертонам, на гармонию и лад. Когда душа поет, это
когда она стремится заполнить собой любовью все обозримое пространство вокруг. А как звучит вода? Послушаем. Руками духовного сердца, ладошками коснемся поверхности воды. Постараемся поймать те ощущения, которые возникают от соприкосновения с водой. Погладим поверхность озерной глади с лаской и нежностью. Дотянемся нематериальными анахатными руками до другого берега. Через такой простой прием, в том числе, когда мы нежно касаемся и гладим руками, и происходит развитие духовных сердец. Ведь духовные сердца растут вслед за руками. Ощутим любовь на кончиках пальцев наших рук. Туман кружит над водой, завораживая своей красотой. Он погружает нас все глубже и глубже в гармонию естественной живой природы. А теперь возьмем на свои большие ладони все озеро, как огромную чашу со всеми ее обитателями, рыбками, уточками, растениями. Сделаем это нежно, с любовью. Настало время окунуться всей душой в свежесть и чистоту озерной воды. У этого озера очень приятный пологий вход в воду с песчаным дном.
начинаем постепенно, не торопясь, входить в прозрачность воды. По мере погружения в воду ощущаем, как чистота воды проникает в тела, наполняет своей свежестью, очищает, вымывает из тел все, что не соответствует чистоте. Заходим в воду по ключице. Когда тело становится идентично по своей чистоте, прозрачности воды, размывается ощущение границ тела. Остается только ощущение самой стихии воды с ее легкими колыханиями. По такому же принципу происходит и слияние с Богом. Когда мы душами становимся идентичны Ему, Его утонченности, Его любви, то мы легко растворяемся в Нем, становимся Его неотъемлемыми частями. Научившись сливаться с гармоничными явлениями в природе, мы становимся райскими душами. А путь между райским и божественным состояниями длиной всего в один шаг. Важно только научиться устойчиво пребывать в райских состояниях. А на это потребуется время и усилия.